Привет, сегодня коробка от звезды Ми-35М, российский ударный вертолет. Коробка огромная, она, собственно, как камеру не задирай, все равно толком вся в кадр не влезает, потому что масштаб 1,48. Так, нашлепка, значит, желтого магазина у нас имеется, но это не реклама, а просто так вышло. Значит, что по модели, ну это понятно, это вторая итерация Ми, по сути, 24 в 48 масштабе, так как, по сути, Ми 35 это большой апгрейд Ми 24. Соответственно, звезда прошло пару лет после Ми 24, соответственно, выпускает Ми 35 в огромном масштабе. Собственно, там уже в основном про пластик Ми-24, а, соответственно, Ми-35 много чего известно, много чего там сломано копии и так далее, так что, в принципе, тут не то, чтобы сильно много чего-то нового, интересного можно рассказать. Ну, значит, по прототипу, если сказать, что Ми-35, собственно, апгрейд Ми-24 2005 года, если не ошибаюсь. Из крупных изменений там менялась пушка, менялась конструкция винта как заднего, так и рулевого, укорачивались пилоны, ну, крылья это эти словные под вооружение, убиралось убирающееся с шасси, то есть оно теперь не убирающееся, ну и там еще двигатель другой, насколько, еще какие-то всякие мелкие изменения. Ну, в принципе, если так не посвященный человек взглянет, он сразу-то и не поймет, что это какой-то другой Ми-24, он, в принципе, такой же и есть. У звезды, значит, Ми-24 большая там история, насколько я знаю. Ми-24, по-моему, изначально давно-давно были вроде как перепаками итальеревскими, потом звезда разработала свой Ми-24, там в некоторых разных версиях, причем вроде как модель считается достаточно хорошей, насколько я помню. У нее там были и интерьер давался десантного отсека, да, вот кто не знает, Ми-24, Ми-35, соответственно, никуда не исчез. У ударного вертолета есть десантный отсек, это довольно необычно, конечно, по сегодняшним временам. Значит, у них там было открывающиеся крышки там всяких отсеков, двигательных и так далее, то есть можно было показать, вроде как считается довольно интересной детализированной моделью. Вот, модель Ми-24, соответственно, как и Ми-35, вот апгрейженная, она, по сути, делалась звездой, в принципе, это не секрет, и это, в принципе, можно понять достаточно легко по деталям, по инструкциям даже. Она делалась как апскейл модели в 72 масштабе известной звездовской, то есть, соответственно, просто брали, ну, грубо говоря, те же смоделенные, нарисованные в редакторах пресс-формы, просто там увеличивали размеры, скорее всего, какие-то там, ну, делали, может быть, минимальные доработки. То есть это, в принципе, даже по инструкциям видно, если глянуть инструкции 72-го Ми-24 и 48-го, там даже шаги инструкций очень похожи. То есть детали в основном банально просто увеличивались в размерах и, соответственно, делался большой-большой вертолет. Вот. Ну, из приколов еще самое главное, да, на что, собственно, был большой, так сказать, скандал при выходе Ми-24 в 48-м, да, то, что звезда довольно лениво подошла к изготовлению модели, то есть мало того, что это просто апскейл, так они еще, собственно, даже деталировку особо не стали делать, и особенно все ругались на клепку, да, которая на модели есть на панелях, вот, в принципе, она тут видна местами на бокс-арте, которая в 48-м масштабе как бы уже становится довольно-таки заметной, но как бы на модели ничего нет, все лысое, соответственно, никто ничего не делал. Ну, как бы вот. Поэтому по модели, наверное, если сразу как бы всю вводную часть заканчивать, модель, в принципе, наверное, она годится тем, кто не то чтобы хочет какую-то прям супер аккуратность модельную, вплоть до последнего винтика, да, потому что есть, в принципе, альтернативы на рынке, конечно, по совсем другим ценам. А кто хочет, скорее всего, ну, большой вертолет, большой, красивый, узнаваемый вертолет большой, на полочку поставить, долго его мощно собирать. И как бы и не особо готов к каким-то запилам, но зато готов сэкономить, как бы, да, потому что альтернативы, они, конечно, если адекватные брать, то там они сильно дороже идут. Ну, в общем, вот так. То есть, в принципе, руководствуясь этим, я коробку лично для себя и брал, потому что просто хочу, ну хочу большой вертолет. Вот хочется мне большой вертолет, хочется из семейства Ми-24, вот захотелось.
Так, соответственно, все, пора с вводной частью заканчивать. Коробки, помимо этого стандартного у звезды, помимо сирийского, ну, скорее всего, сирийского какого-то ближневосточного бокс-арта, есть задняя часть, где как раз написано про основные узлы, которые были в Ми-35 проапгрейжены относительно Ми-24. Но Ми-35, в принципе, они сильно шли на экспорт. У звезды, кстати, была уже модель Ми-35 в 72 масштабе тоже. То есть это, в принципе, тот же был Ми-24 в 72-м, только там с изменениями, да, он, по-моему, у него такой еще был боксар, там черный Ми-35 был экспортный, насколько я помню. То есть их довольно было много на экспорт поставлено, ну и серийный и в российской военно-космические силы он тоже попадал, хотя общая серия, не сказать, что была там какой-то огромной. Ну и, соответственно, элементы сфотографированы крупно. Некоторые. Соответственно, видим, какой-то тут у нас собирался прототип интересный, с интересной раскраской, глазами. Вот тут у нас даже красная звезда опознавательная замазана. Что, кстати, забавно, насколько я понял, на бокс-арте изображен не один из вариантов окраски из коробки, который предлагается, а какое-то свободное творчество, видимо, вот наемного художника. Ну, еще мы видим логотип Мили увидеть, то есть модель лицензионная, не какой-то там ударный вертолет 24, там, да, самый, или там ударный вертолет 35, там, да, а самый, что ни есть, Ми-35, согласованный, все с правами и так далее. И из интересного, да, 373 детали, ну, так, средний, в принципе, ну, его, собственно, размер, то есть к полметра приближается размер готовой модели с винтами, вот со всем этим, то есть достаточно внушительная махина. Так, ну и чтобы сильно не затягивать, значит, надо нырять в огромную коробку. Коробка, да, как обычно, звездовская, большая. Что у нас в ней? Так, бумаги, соответственно, инструкция, цветная вкладка. По-звездовски все традиционно, никаких пока лист декали, даже два листа декалик, один поменьше, второй побольше. Для таких масштабов, конечно, авиационные декали это, конечно, нечто страшное, особенно для неподготовленного человека, потому что, ну, тут просто мельчайшие технических надписей, просто какое-то огромное количество, то есть сидеть с этим надо будет чуть ли не больше, чем со сборкой и с окраской. Ну, кстати, вот глаза все-таки есть, да, здесь, ну, может быть, я и ошибся, сказав, что не тот вариант, хотя можно быстренько глянуть, что вот на цветной вкладке нам дается черный Ми-24 и нам дается... нам дается два Ми-24. Ну да, тут их два, я, наверное, поэтому... Хотя, вот что странно, как раз на цветной вкладке, если уж сразу забегать вперед, не дается, ну точнее как, дается одна нижняя проекция, видимо, я так понимаю, подходящая под все варианты. Ну вот, например, так сказать, сборщик-моделист на бокс-арте, он, например, подзамазал опознавательную звезду, так что не сразу прямо становится понятно, какую из бортов он изображал. Но глаза вот я вижу на этом. Ну, кстати, вот передней проекции вообще нет, то есть даже как бы и непонятно, вот глаза есть, да, как бы, ну, показать их как бы нормально, красиво звезда не стала, на цветной вкладке сэкономила, да, видимо, А4 цветной глянцевый, он и так, видимо, слишком дорог в производстве, чтобы нам его еще дополнительно растягивать. Так, значит, такие вот листы с декальками, значит, и пластик, ну, предупреждение, и, собственно, пластик вот у нас такой, мы его будем смотреть отдельно. И такие вот у нас, значит, дупы от желтого магазина, потому что никуда как бы приходится упомянуть, раз они в кадр попали. Собственно, во многом выбирался желтый магазин, потому что допы там входили в стоимость, и, соответственно, была цена со скидкой. Соответственно, из допчиков желтый магазин нам в этот раз предлагал декали от Vinta Studio 3D-шные, не имел с ними опыта работы, вот как раз и посмотрим. На замену дефолтным звездовским поставим, потому что масштаб крупный, тут как бы это действительно в принципе будет видно, особенно если еще и кабину открыть. Ну и 3D печатные аксессуары, их тоже посмотрим отдельно. Вот, собственно, что у нас в коробке ждало. На боковиках, как обычно, у звезды красок много, потому что модель большая. Декаль нарисована. На
В другом боковике еще из крупных, соответственно, удачный вроде как Су-25 48, Як-130 48, то есть линейка звезды 48 и, соответственно, Су-57. Вот на этом все. Начнем, как обычно, с бумаги. Тут все довольно стандартно для звезды, так можно, наверное, немножко приблизить. Так, значит, справка повторяется. 16-й упаковщик. Данные два варианта на сборку, соответственно, полетный вариант и, соответственно, со всеми открытыми кабиной, десантным отсеком, крышками двигателей там и так далее. Соответственно, шасси у нас одинаково, потому что шасси у нас в Ми-35 уже не убирается. Вот я так понимаю, наверное, в следующем вариации Ми, наверное, и десантный отсек чем-нибудь заменим, потому что, сколько я знаю, десантный отсек, несмотря на наличие в этих вертолетах, он практически никогда не используется по назначению, так как вертолет все-таки ударный. Значит, перечислены литники, их довольно много. Ну и сразу начинается сборка. Соответственно, я как уже говорил, если сравнить сборку с Ми-24, да и Ми-35 в 7 старых масштабах, шаги очень похожи. Даны две фигурки пилотов, соответственно, как раскрашивать сразу тут все рассказывается. В принципе, как-то очень долго на шагах останавливаться смысла нет, потому что, в принципе, наверное, все понятно. В принципе, есть интерьер всяких двигательных, служебных отсеков, только так как можно будет открывать эти все крышки. Значит, вот внутрянка двигателей, данные воздуховоды всяческие, там детали, которые под, собственно, винтом находятся и так далее. То есть все это можно показать. Внутренности десантного отсека вот с лавками тут видны. Но это, в принципе, все было это Ми-24. Это на самом деле вроде как не новшество. То есть это не было разработано специально для 48-го масштаба. Это все, в принципе, было и в 72-м масштабе моделей аналогичных. Поэтому как бы тоже просто апскейл. Но, может быть, какие-то минимальные были изменения сделать, потому что уже как бы по каждой детальке сравнивать тут уже бессмысленно. Значит, внутренности, опять же, тут дается кое-что подсверливать приходится, протыкать, видимо, под вариант как раз Ми-35. Значит, даны, собственно, варианты. Протыкать, я так понимаю, нужно под какой-то из вариантов с открытыми люками, наверное, что там сверлить. Стеклянный пластик ставится, значит, много всего по внутрянке достаточно тут нужно, перед тем, как, собственно, склеивать корпус. Приборные панели у нас. Вроде как что-то я такое слышал, что звезда дает как гладкие приборные панели, так и рельефные. То есть, по идее, 3D-декали там вроде как легче с этими работать, ничего спиливать не нужно. Но это мы еще посмотрим на пластике, по идее, на это надо обратить внимание. Значит, видно, что пушку можно поворачивать, подвижно ставить, тут детали вот есть. Соответственно, вот тут звездовские декали на приборку у нас. Понятное дело, это все нужно до финальной окраски как бы клеить, потому что потом подлезть туда будет невозможно. Я понимаю, пилоны вооружения, соответственно, ставятся нижние какие-то отсеки корпуса, стеклянный, прозрачный пластик, у нас вот система управления огнем электронные, тоже, которые проапгрейджены были в Ми-35. И, соответственно, вот варианты уже идут у нас с прозрачным пластиком, соответственно, открытые отсеки, кабина пилотов закрытые и так далее. Что-то проще, конечно, с открытыми чуть посложнее будет. Там и окраску нужно будет, наверное, отложить, так как с масками придется поактивнее работать. Остекление большое у машины, там сложный достаточно переплет у нее остекления. То есть с этим всем надо будет заниматься. Шасси, я так понимаю, переднее тоже, так понимаю, не убирается. Соответственно, вариантов на шасси нет. Значит, вооружение у нас начинается. Даны, кстати, варианты на вооружение, я так понимаю.
два варианта. То есть тут, видимо, это, я так понимаю, что-то типа подвесные топливные баки, что-то такое здесь. По крайней мере, это не выглядит как именно вооружение, скорее что-то какие-то подвесы. И вот непосредственно вот это уже вооружение, собственно, для видимо, какого-то боевой активности. Блоки неуправляемых ракет, они тут отдельно все собираются. Ну, круглые детали со швами по-звездовски, понятно, никакого, конечно, многоразъемных форм не стоит ждать от звезды и так далее. На самом деле. Вот, кстати, что-то вспомнилась мысль, да, было бы забавно, если бы звезда, ну, хотя звезда этого не будет делать, в качестве образовательных мер, например, показывала бы, называла бы узлы, да, потому что вот у некоторых производителей моделей это есть, например, по-моему, Трампетер так делает, еще кто-то. То есть по ходу сборки узлы и какие-то ключевые элементы подписаны в плане того, что человек, например, какой-нибудь начинающий там моделист школьного возраста, он не только бы модель собирал, а он бы еще, например, вот знал, да, вот это блоки там наров, нурсов, там это подвесные баки, это такие-то ракеты, это сякие-то ракеты, да, то есть это же интересно все, ну как бы об этом нам надо все узнавать. И такая информация, ее как бы тоже, ну не сразу ты найдешь, даже почитав какую-нибудь доступную Википедию, ты, например, не сразу разберешься, да, вот какие конкретно подвесы вооружения вот использованы в модели, а это, в принципе, интересно. Но, конечно, звезда этого не делает, потому что тогда у нее ничего не влезет в инструкцию, придется количество листов увеличивать, а это сразу плюс себестоимость. Да, у звезда и так упихивает всю инструкцию по максимуму. Ну, значит, да, вот, собственно, пушка устанавливается, система управления огнем. Опять же, варианты идут на раскрытый десантный отсек, который, кстати, двухсторонние, по-моему, там створки, закрытый вариант и так далее. Ну и, соответственно, что у нас? Опять же, мы эти все крышки закрываем. Воздухозаборы двигателя тут данные, кстати говоря, тоже с вариантами есть. Вот с такими вот у нас и вот с такими более старыми, более традиционными. Винт, соответственно, тоже. Ну и, соответственно, рулевой винт. Тут вариации у нас нет, потому что он как раз проапгрейжен. И вот отдельно от цветной вкладки, да, у нас схема декалей дана на черно-белом. В инструкции непосредственно декалей дофига, прям это можно понять. Что клеить их как бы тоже придется довольно весело. Ну и вот еще лопасти винта вот нам тоже рассказывают, как здесь красить. То есть в цветной вкладке этого нет. Цветная вкладка, значит, соответственно, черный вариант на... Ну, как бы тут все российские, экспортных, я так понимаю, вариантов нету у нас в коробке. Черный, значит, 18-й год, Буденновск. Забавный такой. И два камуфлированных, соответственно, опять же... Ну, кстати, вот экспортный вариант все-таки есть. Ну, хотя нет, не, извиняюсь, не экспортный, а сирийский. Буденновск и, соответственно, вот сирийский у нас борт с глазами. Как раз повоевавший, видимо, вот как раз, видимо, которому там моделист у нас на боксарте познавательную звезду снизу закрасил. Видимо, знал, как он выглядит. 20-й год, вот это, видимо, самый современный, самый боевой, самый красивый. Так вот, значит, что посмотрим еще? Можно глянуть на декальки, увидеть, что, значит, есть приборные панели декалями, которые даются. Это если мне вдруг не понравится 3D декали, ну, в принципе, вот такое есть. И всяческие опознавательные знаки ВКС России, вот эти самые глаза, которые надо немножко подрезать, чтобы они нормально на круглую деталь наклеились. Ну, кстати, тот еще момент, я не уверен вообще, что удастся достаточно адекватно вот эти самые глаза на достаточно округлую деталь поместить, потому что тут, конечно, подрезать предлагают, но не уверен, что это прям сход получится. Вполне возможно, там все-таки как-то краской надо будет это изображать, если уж прям очень захочется конкретно этот вариант крокодила с глазами сделать. Мы видим, что, видимо, я так понимаю, у нас окантовка для звезд, что ли, такая дана, потому что у ВКС они уже
такие символы, соответственно, они не в одну декаль даже звезды сделали, а походу окантовочку, видимо, придется как-то подложкой, точнее сверху, наверное, накладывать. Двухслойно. Но если это действительно так, то это такое себе, конечно, тоже удовольствие. Тут одну декаль бы адекватно положить, а тут еще в два слоя декали, да, на звезды накладывать. Ну, это веселье, конечно, будет обеспечено. Видимо, придется там декаль, потом лак на нее, потом второй слой декали. Ну и куча технички, просто миллиард технической информации. Собственно, на второй, значит, втором маленьком листике, который не лез, видимо, в первую часть, тоже всяческие частично техничка и частично какие-то линии. Что у нас, значит, остается? Остается у нас, собственно, пластик. Вот огромные пакеты. Типичные для звезды. Их два в этот раз. Больше, чем у звезды обычно, но как бы все равно все в целом достаточно плотно упихано. Никаких сюрпризов особых нет. Значит, первый пакет — крупные детали корпуса отдельно. Ну, как мы видим, о чем в начале, собственно, говорила, все по-прежнему лысое, как, собственно, на исходном Ми-24. То есть, в принципе, какая-то есть расшивка, но она не особо даже сказать, что сильно как-то просматривается. Не говоря уже о клепке, которой просто нет. Ну и этот литник, он 2020 года, соответственно, он относительно Ми-24 исходного, собственно, не менялся. Какой был, такой и есть. Ну, такой вот гладенький Ми-24, такой, знаете, гладко выбритый. Ничего в остальном, в принципе, сказать нет. Тут есть частично рельеф десанта, так как он может быть открытым. Ну и, в принципе, все. По литью как бы претензий нет. Ни облоя, ни каких-то заметных проблем не наблюдается. Еще один большой литник, соответственно, тут всякие полики десанта и, видимо, кабины, всяческие крышки там на всякие внутренние элементы. Значит, шасси дано в две детали. Вот здесь видно, что передние и задние в две детали. Всяческие там двери, створки десантного отсека. Ну и много-много всего еще. Как бы тоже вроде, насколько я понимаю, литник 2020 года, то есть, ну, скорее всего, весь этот пакет, скорее всего, это литники неизменные, то есть не Ми-35, не новые, а оставшееся наследство от предыдущего Ми-24 в 48 масштабе. Много всяческой мелочевки, как бы, скорее всего, она в основном и отличается от 72 масштаба мелочевка, ее, по идее, должно было больше появиться, так как много деталей, которые в 72-м бы, в принципе, наверное, вообще потерялись. Значит, ну, в принципе, отлито, как бы, опять же, все хорошо, если учесть, что литникам пресс-формам всего где-то 2 года, там, может быть, 1,5, то и они, соответственно, не успели как-то сильно деградировать, все как бы на месте, все чисто зрительно выглядит отлито адекватно. Так. Вот такой вот у нас литник. Может быть, я был не прав, сказав, что... Нет, тоже 20-й год. Значит, отдельно вот так он сделан. Детали, значит, нижней части, передней. Детали, вот, собственно, вокруг кабины пилотов. Собственно, внутренность кабины пилотов, как мы видим. Тут, конечно, с деталировкой конкретно на пластике все довольно-таки печально. Ничего особо, никакого сложного как-то рельефа внутренности кабины, что-то там нету. Все такое лысенькое. Ну, конечно, понятно, что будут кресла вставать, там будут фигурки и так далее. Но, в принципе, не ощущается какой-то офигенной детализации. Несмотря на то, что 48 масштаб, это уже довольно крупная такая моделька, да, такая уже недалеко уходящая от 35-го. Кресла, я так понимаю, пилотов тоже, я так понимаю, на них практически детализации очень мало, ничего особо на них не видно, просто лысые такие сидушки. Лучше, наверное, такие закрывать действительно фигурками.
Ну и по мелочевке тут немножко есть, как бы вот опять же по клепке, ну какая-то очень минимальная такая расшивочка, клепки никакой, что собственно не ожидаемо. Ниша шасси тоже, ну я считаю детализация, наверное, довольно паршивенькая, так как по идее ниша обычно довольно рельефной авиационной техники, там обычно очень много всяческой проводов, гидравлики и так далее. Так, следующий, ну ничего этого нет. Модели, соответственно, вот у нас слитник, в основном, я так понимаю, детали двигателя. Сейчас посмотрим, какого он года. Он у нас тоже 20-й год, то есть вот конкретно эти детали двигателя у нас ничем не отличаются от старого Ми-24. Значит, все такие в трубной формы, скажем так, детали сделаны в две, не в одну, понятное дело. То есть там везде какие-то будут швы, в принципе. Вот это что-то похожее, по-моему, на панель кокпита приборную, возможно, но я не уверен. Рельефа на ней вроде никакого нет, соответственно, тогда декадлями будет нормально, но в остальных случаях не уверен. Ну, еще какая-то мелочевка, вот эти самые округлые детали, на которые глаза надо будет клеить. В принципе, отлито все как бы... То, что есть, отлито вроде как адекватно, хорошо. Переходим ко второму пакету. Тут в основном детали помельче. По моей логике, по идее, тут должны быть детали именно от Ми-35, то есть новые литники. Это мы сейчас узнаем. Вполне возможно, что звезда, в принципе, рассудила по-другому, и тут просто все вперемешку. Так. Значит, опять же, несколько литников в одном пакете. Угу. Ну да, измененные детали. Вот это явно литник 20, значит, у нас второго года. Тут видно другой низ. Соответственно, под кабиной другие там крышки какие-то на двигателе. Детали вот воздуховодов двигателя, другие пилоны вооружений, крылья. Так называемые, которые укорочены в Ми-35. То есть вся вот эта вот штуковина, это именно такой комплект конверсии в Ми-35. Пилоны вооружения, какая-то там еще мелочевка и так далее. Да, ВИН, собственно, здесь у нас рулевой тоже присутствует, который тоже поменялся в Ми-35. Ну и, соответственно, что? Как отлито. Вот у нас детали вооружения, кстати говоря, сданы. Понимаю, если это именно вооружение, какие-то подвесы, данные в крупные детали, то есть не сборные, ну, чуть подзамылены. Может быть, это и не вооружение, может, я ошибаюсь. Не очень понятно, но сделано, кстати, в крупную деталь сразу. Такое впечатление, что и подвесы некие ракеты в одну деталь. Если это, конечно, ракеты. Могу и ошибиться. Ну, мелочевка как бы все нормально, ни обои, ни утяжен литник не погнули, как бы клепки по-прежнему нет, с чего бы ей появиться. Так что вот. Так, детали с литник с лопастями винтов. Тоже новый 22 год. Лопасти, да, менялись у нас, и вообще конструкция винта, крепление его к валу там менялось. Это было как бы заметное изменение в Ми-35. Ну, заметное специалистам, скажем так. Обычный человек ничего не заметит. Поставите два вертолета рядом, если прям долго не ходить, не присматриваться, ничего не поймешь. Значит, тут у нас фигурки пилотов, ну, точнее, как пилота и стрелка-наводчика, скажем так, оператора вооружений. Оператор вооружений, если кто не знает, сидит в передней части вертолета, а пилот в задней, чуть повыше. Лопасти винтов, соответственно, вот у нас в одни детали, у нас тоже вооружение, контейнеры с ракетами, вот эти детали как раз где вал винта располагается. Значит, один у нас, соответственно, не знаю, кто пилот, стрелок, в одну практически деталь отлит, второй вот в разные. Соответственно, что? Ну, все как бы тоже отлито нормально, огрехов литья именно каких-то незаметно. Мелочевочка всяческая у нас. Ну, вот так оно есть. И буквально последний литник пластиковый. Это опять же у нас продолжение Ми-35 и продолжение подвесов. Соответственно, вот эти вот штуки, ну я так думаю, наверное, это
подвесные топливные баки, что-то такое должно быть по логике они, потому что вряд ли какое-то вооружение имело такие вот огромные формы, вряд ли это что-то может быть другое. То есть это топливные баки, скорее всего, дополнительные для длительных перелетов, которые сбрасываемые. Вот, собственно, у них есть обтекатели, которые, собственно, этот бак должен быть вертикально вниз куда-нибудь там в поля упасть, когда он не нужен. Ну и, соответственно, контейнеры неуправляемых ракет. Вот у нас данных две детали, то есть склеивать там будет шовчик, ну как бы для звезды это не удивительно. Частично еще детали, тут контейнеров, частично детали, я так понимаю, наверное, пушки здесь, частично еще ракет. Это все относится, соответственно, к 22 году. Ну, кстати, кто не знал, Ми-24, вот насчет 35-го не знаю, Ми-24 точно мог, кстати, на вооружении нести еще и бомбы настоящие авиационные. То, в принципе, подвес под крыльями, он, в принципе, мог и бомбардировку делать, то есть, проходя над целями, соответственно, просто скидывать эти бомбы, они вниз падали авиационно, да, такой вот бомбардировочный вертолет мог получаться, но в реальности я что-то не слышал, чтобы как-то массово подвесные бомбы применялись в Ми-24, но вот факт такой есть. Вот, в Ми-35 уже не знаю, может быть и отказались. Вот такой вот литник, это последний у нас непрозрачный пластик, и остается прозрачный пластик, который у нас... Так, прозрачный пластик свеженький, поэтому... С искажениями, конечно, видно отлитый, но в целом достаточно прозрачный, не мутный, не поцарапанный. Сделан в разные детали, чтобы можно было открывать. Детали, соответственно, десантного отсека, иллюминаторы, скажем так. Ну и, собственно, тут больше особо сказать нечего. Литник прозрачный, кстати, с Ми-24 никак не изменился. Этот литник 2020 года, то есть Ми-35 остекление у него получается точно такое же. Вот. И остается у нас... Сейчас глянем на... Я их найду. Так, нашел. Глянем на дубчики от желтого магазина. От желтого магазина дубчики. Потому что они в коробке были и как бы не имеет никакого смысла их пропускать. Тем более, что я с ними такими допами дела еще не имел. Так, вот, значит, 3D декали от Клинта Студия у нас очень модно их стало в последнее время продавать. Это у нас прям на рынке стал такой почти монополист отечественный модной такой штуки, как 3D декали. Значит, вот она на Ми-35. Выглядит действительно очень классно, рельефно, красиво, уже подкрашено. То есть, потому что, ну, какой-либо как бы кистью это практически вообще нереально что-то такое изобразить. Как бы декалями обычными можно что-то изобразить похожее на то, что будет не рельефно и, скорее всего, все равно выглядит отвратно при ближайшем осмотрении. Вот, в частности, видите, блестящие экраны. То есть, это вообще сложно сделать. Так что это, конечно, действительно круто для тех, кому нужна красота и копийность. А особенно круто, что дали это все за цену, в общем-то, базовой модели. Ну и вот такая вот стандартная для желтого магазина штучка, микро такой коробец с 3D печатными деталями, фотополимерная печать. Разглядеть тут что-то тяжело, но в основном, я так понимаю, тут данные дворники на остекление, какие-то антенки, данные вентиляторы в кабине пилотов и, соответственно, стрелка, и какие-то там ручки, захваты, что-то, не знаю. Не совсем понятно. Кстати говоря, сам желтый магазин, вот конкретно на цвет 3D печатные допы, никаких инструкций, по-моему, не дает. Ни на сайте, ни в бумажном виде. Поэтому, конечно, на многие детальки здесь придется отдельно как-то изучать, вспоминать, куда они крепятся, так как чисто зрительно не по всем это очевидно. Ну и это, собственно, про бумажки от Квинты, от 3D декали. Вот такая вот у них обложечка. С Ми-35, соответственно, специально сделана именно так, как раз у Ми-35 менялись электронная начинка.
Она отличается от Ми-24, который ему... То есть это апгрейд. Ну, соответственно, Квинта дает инструкции, что хорошо, на свои 3D-декали. Вот, собственно, она рисует, куда их в кабине нужно помещать. Насколько я знаю, ну, вот они, кстати, пишут, что, ну, то есть специально для звезды они, в принципе, пишут о том, что кое-где нужно рельеф удалять с пластика, то есть это они помечают, видимо, не все детали звезда все-таки дает лысые, чтобы легко клеилось, и кое-где подложку из пластика нужно сваргадить самому. Ну, это, конечно, не очень хорошо, да, возиться с этим рельефом, его спиливать. Это такое себе веселье, конечно. Лучше бы, конечно, звезда, наверное, давала бы гладкие варианты, но это мы посмотрим. Красота, как говорится, требует жертв. Вот. И, собственно, что? Это последнее. Да, что еще сказать, да, по клепке, если вернуться. Еще в эпоху выхода Ми-24 в 48 масштабе там, в принципе, пытались решать вопрос с клепкой. Тот же самый желтый магазин выпускал, я не ошибаюсь, комплект декалей с клепкой объемных. Ну, как бы, понятно, это такая полумера, потому что, ну, тут технички одной в декалях на такого масштаба вертолет, там и то, блин, на неделю работы вдумчивой, да, ну, в кавычках. А если еще и клепку как бы тут пытаться сдвигать это все куда-то, ну, тут можно вообще повеситься, да. Очень упертым надо быть моделистом, хотя, так, конечно, такие есть. Так что, конечно, какой-то, прям скажем, способы привнести клепку в семейство Ми-24 с 48 от звезды, конечно, он существует. Наверное, можно даже, может быть, сейчас эти киты найти с рельефной этой клепкой, декалями изображенной. Но, конечно, по факту это для очень увлеченных людей, мне кажется, очень увлеченным, наверное, людям нужно, возможно, поискать какие-то наборы Ми-35, Ми-24, все-таки уже в пластике с этим все отлито и не так сильно мучиться. Вот, а на этом, собственно, все. Ми-35, 35 от звезды в 48 масштабе. Вот такая вот модель.